Hey everyone, welcome to my channel. My name is Alina and I'm your Russian teacher. Welcome to my Russian podcast where I usually share with you different facts about Russia, Russians, and the Russian language. Today I decided to speak about stereotypes that you guys as foreigners have about my country. The whole video I'll be speaking Russian, so in order to understand everything I say, turn on subtitles in English or in Russian. And let's begin. Before I begin, I wanted to make a quick announcement. I added one new tier to my Patreon page, my mentoring. For example, if you're studying on your own and you have any question about the Russian language, about the grammar, the words, or you want help in translating something, you can ask me. So check my Patreon page for more information. I'll be waiting for you there. И сейчас мы с вами узнаем, какие из стереотипов о России правда, а какие нет. И первый стереотип, конечно же, самый популярный о России. В России всегда холодно. Мне кажется, каждый иностранец когда-нибудь в своей жизни думал о том, что в России всегда холодно. Когда вы думаете о России, вы представляете снег, зиму, холод, но, поверьте мне, это неправда. Если вы посмотрите на карту мира, вы увидите, насколько Россия огромная страна и конечно же, невозможно, чтобы на всей этой территории всегда была одинаковая погода и всегда было одинаково холодно. В разных регионах страны разная погода. Например, я живу на юге России и всю свою жизнь жила тут. Я живу в городе Краснодар, и поверьте мне, лето здесь — это ужасное испытание. Его нужно пережить, потому что у нас всегда жарко, очень душно, на улицу днем выйти невозможно. Например, вот прогноз погоды в моем городе на прошлую неделю. Зима у нас тоже не такая холодная, как вы можете себе представить и как вы думаете. Нет. Конечно, бывает холодно, иногда бывает снег, но в любом случае зима здесь не такая холодная, как в северных регионах страны или как в Сибири, в Якутии и на других территориях России. Поэтому этот стереотип — это, конечно же, миф. Следующий стереотип — все русские пьют водку. К сожалению или к счастью, я должна вам сказать, что это тоже неправда. За всех здесь ответить сложно, но я думаю, что почти каждый человек в своей жизни когда-нибудь пробовал водку. Но это не значит, что люди будут продолжать ее пить и что это будет являться нашим любимым алкогольным напитком. Многие люди вообще не пьют алкоголь в России или пьют какие-то другие алкогольные напитки. Также водку в чистом виде, если вы когда-то ее пробовали, пить довольно сложно, но есть множество коктейлей, куда входит водка. Например, я практически никогда не пью водку в чистом виде, но я люблю коктейли, в состав которых входит водка. Например, белый русский. Водка, сливки, кофе. Замечательный мой любимый коктейль. Но в чистом виде для меня пить водку невозможно. Поэтому со стопроцентной уверенностью я могу сказать, что этот миф неправда. И не все русские пьют и любят водку. Следующий стереотип: в России опасно жить и путешествовать. Этот стереотип становится популярным особенно последние годы, но тут я также могу вам сказать, что это неправда. Когда вы идете по улице, вы можете без проблем держать в руках телефон, переписываться, звонить и быть уверенным в том, что с ним ничего не случится. Также в метро, в общественном транспорте вы можете спокойно ехать с рюкзаком, с сумочкой и не переживать, что их тоже украдут или украдут что-то из рюкзака или из вашей сумочки. Поздним вечером я, как девушка, одна могу спокойно выйти в магазин, прогуляться и также не переживать, что со мной может что-то случиться. Это не только мое мнение, мне об этом говорили и мои студенты, иностранцы, которые за последние годы приезжают в Россию или по работе, или путешествовать, и их тоже это удивляет, потому что это совсем не то, что они слышали до этого о
России и совсем не то, что они себе представляли увидеть. То есть все они говорят о том, что действительно в России элементарно ходить по улице безопасно. Далее, 4-й стереотип. В России очень красивые девушки, и они всегда хорошо выглядят. Русские девушки тратят очень много денег на свою внешность. Волосы, ногти, кожа, косметика, одежда, аксессуары. Мы ко всему относимся с огромным вниманием. Сфера красоты очень развита в России. И в этой сфере всегда огромная конкуренция, потому что каждый желает получить услугу лучшего качества. И причины, по которым русские девушки стремятся выглядеть хорошо, у каждого разные. Кто-то это делает для себя, кто-то для своего партнера, кто-то хочет показать наличие денег. То есть здесь я не могу ответить за всех девушек, но в любом случае становится понятно, что каждая девушка в России стремится выглядеть хорошо. Есть даже шутка, а может быть и не шутка, что русская девушка не выйдет на улицу без макияжа, даже чтобы выкинуть мусор. То есть даже ради такого простого действия мы можем накраситься, красиво одеться и пойти выкидывать мусор в красивом виде. Поэтому это совершенно точно не стереотип. Девушки в России тратят огромные средства, время и деньги на свою внешность и всегда стремятся выглядеть хорошо. И последний стереотип, наверное, самый смешной, самый глупый, но он все еще существует. В России по улицам ходят медведи. Конечно же, мы должны все понимать, что это неправда. Я в своей жизни никогда не видела медведя, тем более на улице моего города, но почему-то люди в это все равно верят, потому что, скорее всего, все думают, что русские очень суровые, очень злые, очень жесткие люди и даже заводят себе медведей в качестве домашнего питомца. Но, конечно, это неправда. Да, вы все можете видеть вот такие видео в интернете. Держи, дорогой. Вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот, дорогой. Давай. Давай. Давай, давай, давай. Но это огромная редкость, и это случается только тогда, когда человек нашел маленького медвежонка, взял действительно его к себе домой, воспитал его, и вот только в таком случае медведь может себя вот так вести. Но это огромная редкость, и поверьте, не у каждого русского действительно есть свой собственный домашний медведь. Мы, как и все нормальные люди, во всем мире боимся медведей, потому что это очень опасные животные. И, конечно же, по улицам они точно не ходят. And that's it about stereotypes that I wanted to discuss with you. Obviously, there are many more stereotypes that you've heard in your life. So if you heard something really interesting or something that you found funny, you can share the stereotype in the comments and it'll be really interesting for me to read something like this. Thank you very much for watching. Subscribe to my channel and learn Russian with me.